Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за нашими встречами с Юрием Воскресенским, экспертом из Беларуси. Первая наша встреча в 26-м. Юрий, приветствую вас. С Новым годом! Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, дорогие зрители. Э, Ну, что можно сказать? Прошло только 10 дней, а мы уже на грани Третьей мировой войны. Вот, будем наблюдать и анализировать, что будет дальше. Давайте проанализируем, тем более из свежего Трамп не унимается. Не унимается, говорит, 500 лет назад приплыли на лодке в Гренландию, это не означает, что это их земля, датчан имеется в виду. Да и вообще, да, там какие-то танкеры начали захватывать. С Трампом, видимо, что-то происходит. Когда недостаток информации, включаются определенные такие боковые сигналы. Поговаривают, что Гренландия и, собственно, вот эта земля, да, будет каким-то новым полем для эксперимента. Да, криптогорода с минимум бюрократией, с блокчейном, со всем вот этим искусственным интеллектом. И якобы создатели, ну, когда-то создатели PayPal, и Тиль, и Маск среди них, они вот хотят вот нечто, какую-то Гренландию как проект создать, ну а вот эта вот вся старая система, политика, вот это все как бы тормозит и мешает. Вообще, конечно, все бы так, да, и все бы ничего, но, простите, то, что Трамп сделал с Венесуэлой, говорит немного об обратном. Вроде как новое, там, не знаю, светлое будущее, новые технологии, оно все подкрепляется элементарным, банальным грабежом, кражей нефти и, ну, такими прям зубодробильными условиями, которые выставляет Америка, ну, например, для исполняющей обязанности президента Венесуэлы. Приехала делегация, они там поговорили в Венесуэле с американцами, и теперь ждут Родригес вот в Белом доме. Ну, по крайней мере, вот такая история. Какой мир строит Трамп, и что понятно стало, что проявилось за эти 10 дней 26 года? Вы знаете, Александр и дорогие зрители, листал вот старые тетради и наткнулся на очень интересную, правда, в электронном виде, книгу, перебирая файлы у меня на компьютере. И там автор этой книги пишет про одного известного политика. О том, что он лгун, деспот, психопат, самый опасный в мире человек. И завершается книга, она была написана в 2020 году. Завершается книга словами, что его избрание – это худшая ночь в моей жизни. Мне жаль нашу страну. Мэри Трамп, племянница Трампа, дочь его старшего брата. К слову, доктор медицинской психологии. В этой книге 5 лет назад, рекомендую ее пересмотреть, хотя бы какие-то знаковые вещи в сети, она описала психотип своего дяди. Значит, к слову, ей около 60 лет сейчас, Мэри Трамп, то есть это не какая-то там, не какой-то взбалмошный подросток, да, который обиделся, потому что ей не дали карманные деньги. Плюс у нее профильное медицинское психологическое образование, подтвержденное докторской степенью. Это очень важная характеристика этого человека как политика. И если в первый срок он еще не мог развернуться, потому что, вы помните, у него не было такой поддержки, как сейчас, допустим, фактически однопартийных палат нижней и верхней американского конгресса. У него не было команды фактически. Ну, кто он является? Политический риэлтор, застройщик и так далее. Сейчас он оброс такой командой, сейчас он оброс сторонниками, сейчас он получил поддержку в обоих палатах, и сбываются самые худшие ожидания, которые описала вот Мэри Трамп в своей книге воспоминаний «Самый опасный в мире человек».
Поэтому Венесуэла это только начало. Дальше понятно, что будет Куба, Гренландия, Мексика. А вот вопрос, ограничится ли Трамп новой стратегией, которую они предоставили в декабре прошлого года всему обществу? Ограничится ли он только западным полушарием? Кстати, Гренландия, понятно, она входит в западное полушарие, поэтому его аппетиты понятны. Значит, касаемо Венесуэлы, тут вы очень точно все оценили. Это обычное, значит, абсолютно неконституционное, неправовое, с нарушением норм международного права операция. Значит, выдуманная, основанная на выдуманных фактах, на лжи, потому что никакого картеля «Солнц» не существует. Об этом пишут даже руководители, значит, ДЭИ, службы американской по борьбе с наркотиками, управления по борьбе с наркотиками. И мы все увидели в суде, Александр, что мы увидели, дорогие зрители? Где картель «Солнц» в том обвинении, которое предъявили Мадуро? Первый пункт – это хранение оружия. Нарушение закона об огнестрельном оружии США 1934 года, так называемого NFA, аббревиатура. А какое вообще имеет отношение к хранению оружия в Каракасе, если оно там было, закон NFA? То есть абсурд полный. То же самое второй и третий пункт обвинения. Он вообще касается племянников его второй супруги Мадуро. То есть, ну, даже из тех предварительных обвинений, которые выдвинуты и опубликованы, значит, официально на сайте Министерства юстиции США, мы видим, что вся эта предварительная бомбардировка медийная касаемо картеля СОС оказалась банальной ложью. Дальше мы начинаем копать, берем цифры и, значит, логистику наркотрафика. И видим, что, оказывается, 76% наркотиков поступает вообще через Тихий океан, к которому Венесуэла не имеет никакой отношения, никакой границы. И выращиваются все вот эти наркотики в Колумбии, в Эквадоре, в Перу, в Боливии. Вот основные страны, которые охватывают более 97% коки, которая выращивается. Дальше через Мексику и по Тихому океану в основном она пытается перекидываться в США. Через кого? Через коррумпированных американских правоохранителей. Потому что если бы там не было коррупции, оно бы через границу не прошло. Вот и все. Вот и все их обвинения, вот и все их международное право, вот и все их наркотики. Ну, к слову, Трамп уже понял, что в эту фикцию никто не поверит, и начал просто говорить открыто и честно. Нефть, нефть, нефть. Вчера он собрал нефтяников. Правда, нефтяники очень неохотно и не с таким воодушевлением восприняли его предложение инвестировать в Венесуэлу. Понятно, что Трамп это, значит, любит раздувать из мухи слона, и когда он им рассказывал о каких-то огромных инвестициях, огромных прибылях, ну, нефтяники, в частности, глава компании Exxon сказал, что там же нет никакой ни инфраструктуры, ни персонала. А с персоналом, поверьте, Венесуэле очень сложно. Беларусь работала и работает по ряду проектов. Латиноамериканский персонал, он, знаете, имеет свою специфику. То сиеста, то там 15 часов, закрыли лавку, пошли по домам. Все, и делай, что хочешь. Поэтому, значит, несмотря на предложение лестное Трампа, нефтяники пока взяли паузу. И я вспомнил, что 27 декабря у вас в эфире, помните, мы эфирили, и я посоветовал, ну, думаю, как поднять Трампу его падающий рейтинг. Ну, говорю, наверное, привести в наручниках, в кандалах Мадуро. Вот, к сожалению, накаркал. Вот, значит, но, знаете, что интересно? Рейтинг не поднялся. Не поднялся. Как был от 36 до 40%,
А я напомню, худший рейтинг был у Байдена 35%. Значит, так и остался. Конечно, очень сильно Трампа подкосили события в Миннесоте. Очень сильно. Особенно все кадры, где видно, как этот агент миграционной службы убивает женщину, и она оказалась не иммигрантом, коренная американка, поэтесса, мать троих детей. И эта ситуация вылезет большим серьезным боком. Дальше. Второй сильнейший удар, я бы сказал, апперкот Трампу от Верхней Палаты, Сената. Сенат, несмотря на то, что, значит, там большинство принадлежит Трампу, он принял антитрампистскую резолюцию, которая заключается в том, что никаких действий против Венесуэлы больше не может быть военных без согласования Конгресса США. И эту резолюцию приняли потому, в том числе, что 5 республиканцев перешло на сторону демократов. Трамп тут же со всей неистовостью обрушился на этих 5 несчастных, сказал, что их нельзя подпускать вообще к должностям государственной власти. Ну, то есть фактически попытался поставить на них крест. Но это очень серьезный политический провал Трампу. И все сейчас, вся американская трампистская машина, она нацелена на ноябрь 2026 года. После чего можно будет еще почти 2,5 года вот так хозяйничать, а я бы даже сказал, беспределить на мировом масштабе. А там может быть и третий срок, кто его знает. Вы видите, что Трамп сказал, что меня ничего не ограничивает. Международного права нет, меня ограничивают рамки моей морали, как он сказал, и этики. То же самое будет, вы понимаете, примат международного права, он же всегда на самой, так сказать, высокой точке находится. Так он скажет потом и по национальному праву, а меня не ограничивает там Конституция. Меня ограничивают нормы морали своей. Но для этого им надо выиграть промежуточные выборы. Операция с Мадуро никаких плюшек, как я люблю говорить, не принесла. Никаких. Электоральных, я имею в виду. Поэтому сейчас задача Гренландии. Гренландия, тут вопросов нет. Если он захватит Гренландию официально, путем, значит, давления, он это сделает. Эти политические рейдеры и риэлторы умеют работать. Мы уже видим, как они работают, когда очень хотят. Это когда они не хотят с мирным соглашением, они забалтывают всю историю. А когда хотят, они работают очень быстро. Поэтому я думаю, что с Гренландией он решит вопрос, в том числе финансово может решить. Он уже предлагает по 100 тысяч долларов каждому гренландцу. Их порядка там 57-60 тысяч человек. То есть это всего, вдумайтесь, дорогие друзья, всего лишь 6 миллиардов. Да он может потом, начиная с малого, это ж как бы политические торгаши, он может потом предложить и по миллиону. А от миллиона ж кто от гренландцев откажется? А это будет всего лишь 60 миллиардов. Что такое 60 миллиардов для Америки? Напечатали, включили там станок на 10 минут. Вот вам и 60 миллиардов. Но если он это сделает, точнее, когда он это сделает, скорее всего, как все прогнозируют к 250-летию Америки, конечно, он войдет в историю Америки наряду с такими фигурами, как Рузвельт, Вашингтон и другая, так сказать, плеяда, в том числе отцов-основателей. Это будет величайший американский лидер, он это понимает. И тогда ноябрь 26 года у него в кармане. Вот как это надо рассматривать, в каком контексте, прежде всего через внутриполитическую американскую повестку. Ну и еще раз вспоминаю слова Мэри Трамп, он, дядя, он хочет быть младенцем на крестинах, женихом на свадьбе и покойником на похоронах. Это классический нарцисс. Юрий, ну если мы попробуем оценить реакцию мира, так она какая-то импотентная. Ну вот так вот, если разобраться, да. Китай делает какие-то заявления,
Внятное, понятное, но ничего, собственно, дальше никто ничего не пытается как бы сделать с вот тем, что предпринимает Трамп. И такое ощущение складывается, причем у многих, что Трамп договорился и с Путиным, и с Си, и с другими лидерами, да, ну, там, Моди, например, и, в принципе, все его принимают таким, какой он есть. И даже вот эта вот танкерная охота, которая в последние дни развернулась по морям и океанам, тоже ведь, ну, такое, скажем, ну, мелочь, да, как это, камешек в ботинке. Захватили судно, а там моряки украинские, да, и вот только вчера вроде как вышла посол украинская, что мы там 17 человек, мы там вот с ними, в общем, работаем, все выясняем, а двоих россиян уже отпустили. И тоже какая-то странная история. Вроде бы как отправляли туда, ну, я имею в виду Северное море, да, тут возле берегов Исландии, там, Шотландии, куда угнали этот танкер, и вроде отправляли туда флот, а флот как-то там рядом походил, подлодка, флот, были, не были, в общем, ну, вроде как были, но ничего не предприняли. Какая-то вот абсолютно глупая история, и никто ничего не может сделать, и никто ничего не делает. Вот тут интересен момент. А почему нет ответа? Никакого. Европа демонстрирует слабость уже, ну, такую откровенную. Он, более того, там вчера издевается над Европой, говорит, я сам европеец, но, мол, вы давайте занимайтесь Украиной, вы как бы давайте, вам туда, да, вы там мне не мешайте. Так они ничего не могут сделать, Гренландию упоминали, они, ну, абсолютно, реакция какая-то сумасбродная. Датчане одни бедные бьются, говорят, мы там то стрелять будем первыми, а потом вопросы задавать, то еще что-то. Ну, а там спокойно себе перебирают варианты, по 100 тысяч долларов каждому гренландцу, или по 10, или по 100, как пойдет, как говорится, да. И, в общем, Трамп говорит, так а зачем мне в аренду Гренландия? Я аренду не буду так защищать, я буду защищать свое. То есть вы мне отдайте, кровью подпишите все документы, и то, что вы там 500 лет назад высаживались, забудьте. Да? А датчане не понимают, что с этим делать, потому что, понятно, силы не равны, и Европа, как бы, конечно, громко кричит, там, например, французский министр иностранных дел или там какие-то лидеры, но по большому-то счету по танкерам же видно. Британцы помогали американцам, ну, в общем, переправлять этот танкер к себе туда, к берегам Шотландии, еще и как бы звездочку себе написали, что смотрите, мы тоже там были. Получается, все как бы наоборот не мешают, а подыгрывают Трампу. Почему? Потому что с бюджетом военным в триллион долларов, а через год его хотят увеличить до 1,5 триллиона долларов, по крайней мере, такое желание высказал господин Трамп, никто связываться не хочет. Вот и все. У всех свои проблемы. Есть еще и географический фактор. Вы понимаете, какая может быть помощь Венесуэлы, если туда надо неделю плыть на самых быстрых кораблях? Понимаете? И есть еще фактор, связанный с наличием внутреннего сопротивления. Если вы, дорогие союзники, отключаете систему ПВО, сдаете своего президента, ну так о чем с вами можно вести разговор и как можно вас защищать? Вы же также можете сдать из своих стратегических союзников. Ну, условно говоря, Китай или Россия разместили там военную базу, они взяли там местные, значит, бойцы, навели, дали все явки, пароли, навели на эту военную базу, отключили ее, а потом вообще национализировали. Смысл туда вкладывать деньги. Поэтому союзник этот очень неустойчив. Я, значит, ни в коем случае не одобряю действия Трампа. Еще раз подчеркну, что это циничное, абсолютно беспрецедентное нарушение международного права. Это бандитская операция, которая была сопряжена с убийством абсолютно невиновных людей, которые пытались защитить венесуэльскую, может быть, честь, достоинство, государственность. Но то, как повел Мадуро, слушайте, это не вкладывается ни в какие рамки. Это не Чавес,
Это не Боливар, и это не Кастро с Че Геварой. Это что такое? Там какие-то ужимки, селфи. Он вообще, по-моему, доволен. Я не понимаю. Может быть, там какая-то договорничок есть? Потом вызывает вопрос, а почему тебя охраняли кубинцы? А что, на всю Венесуэлу не нашлось 50 венесуэльцев? То есть, понимаете, точно так же, только, конечно, уже в рамках своей дипломатической терминологии думает и Россия, и Китай. Поэтому вписываться за такого вот, мягко говоря, странного союзника Смотрите, ну очень это опять напрягает. напишут в комментариях, я в принципе понимаю, да, логику, что тут союзники, тут, извините, всунули туда сколько, 2 миллиарда, там, 2 с копейками миллиарда долларов, оружие, там, ПВО, понимаете, ну, Россия имеется в виду, Да, самолеты приземлялись с оборудованием туда, и вроде как любовь, мир, дружба, жвачка, мы Мадуро защитим, я же помню, как эти в уходящем году, в конце года, говорили, а мы сделаем свою коалицию желающих, да? мгм. Помните? Ну, типа для Венесуэлы. Но получается, что сейчас как это, помер Максим, ну и бог с ним, понимаете, то есть и все, и вообще и такой хороший был Мадуро, и вообще такой сякой. Вот сейчас интересно, в Иране тоже происходит, там специфическая история, там Иран отключает интернет, глушит Старлинки вроде как пробиваются, отправляют какие-то фото, видео, короче, бунтует Иран, вот такое состояние. Ну так давайте пофантазируем, сбивают Аятоллу, да, и что союзники говорят, которые договоры подписывали. Точно так же можно сказать и как про венесуэльского лидера. А вот он такой сякой, старый там со своими прибабахами, чи не союзник, давайте его, собственно, в топку. Ну так отлично можно себя вести на международной арене, так вообще можно одному остаться. Так, так понимаете, к этому же идет. Сейчас к этому идет. И мы часто вот у нас комментаторы делают упреки в адрес российского руководства, конечно, из любви к России. Но почему они не действуют более решительно? Ну, посмотрите, как действовал Китай. Ни слова, ни духу. Ведь за неделю до этого танкера также обошлись с китайским танкером. И не было даже до Маринера, вот этого, которого мы все знаем, задержание, где была высадка десантна, где 20 украинцев, 2 россиянина было в числе членов экипажа. До этого был, значит, пресса, значит, работа с китайским танкером. МИД Китая вообще ничего не заявил. Вообще ничего не заявил. И только уже после этой Маринеры пришлось сделать какое-то заявление. Но, понимаете, вот в этой истории всей, значит, есть очень такая важная вещь, как политический символизм. Если ты бежишь из страны, либо сдаешься как кролик, а не как, извините, не знаю, там император Константин XI, палеолог, защитивший свою, попытавший защитить Византию и погибший там в неравной борьбе. Тогда, если ты убежал, тогда и некому поднять это знамя, потому что как бы и знамя это ты дискредитировал. Поэтому очень важно иметь среди союзников и среди их лидеров мощных, таких как, значит, серьезных фигур, понимаете, которые, если надо, выйдут и с автоматом, вспомните Лукашенко в кризисный момент. А, конечно, если ты, значит, тебя берут в наручниках, а потом ты со всеми улыбаешься, обнимаешься, делаешь селфи, и, значит, в здании суда говоришь там «С Новым годом», ну, это какая-то, понимаете, театр политического абсурда, поэтому союзники задумались. Но в целом я хочу сказать так, что наши структуры государственные, китайские, российские, видимо, не справляются с вызовами, потому что они привыкли работать в дипломатических канонах, а сейчас на арене появился политический гопник. А с политическим гопником можно работать только такими же методами. А к этим методам пока не готовы ни Китай, ни Россия. Вот что сейчас происходит. Но если мы не перестроимся, мы действительно, значит, останемся все поодиночке. Потому что надо сейчас срочно делать, ну и пусть, значит, с Венесуэлой, я согласен, туда не доехать, не долететь,
особенно в условиях блокады. Но Ирану, конечно, надо помогать. И, честно говоря, на месте российского руководства я бы принял такое же решение, как и по Казахстану. Потому что надо помочь. Абсолютно понятно, что это искусственно инспирированная ситуация. Да, там есть причины всегда. Есть серьезные причины. Прежде всего экономический. Пишут, что лоток яиц стал стоить $70. Понятно, что надо либерализировать и всю сферу, касаемую вот этих религиозных правил. Кто-то там, значит, из комментаторов говорит, так вот, а такие же жесткие религиозные правила в Саудовской Аравии, в ОАЭ, да, в странах персидской монархии, значит, в Турции, и им это не мешает, значит, удерживать эффективно власть. Неправда, неправда. В ОАЭ можно выпить алкоголь. В Турции все пьют на улицах, значит, раки, все пьют. Понимаете, хочешь в платке ходи, хочешь без платка ходи. Вот, то есть, ну, в Саудовской Аравии чуть-чуть пожестче, но тоже, если недавно там была смертная казнь даже за мультики, сейчас там разрешены и мультики, и аттракционы, и западная музыка, и женщины за рулем. То есть, этот момент тоже очень важен, и надо, конечно, подсказать нашим союзникам, стратегическим партнерам, что молодежь хочет при всей там, значит, экономической какой-то политической проблематике, но хочет какая-то часть молодежи в коротких юбках ходить или без этого мешка на голове. Вот надо что делать, подсказывая, не обижая ни в коем случае какой-то культурный код, но так нежно подсказывать, значит, как преодолеть линии разлома. Ведь американцы, англосаксы, почему они такие эффективные? Они тонко подмечают, в том числе через социальные сети, вот это все напряжение. Подметили? Так, молодежь не хочет носить вот эти, так сказать, свои уборы головные, которые закрывают женщину от всего мира. А предприниматели возмущены ценами, а пенсионеры яйцами. Они тут же, значит, да, ценой на яйца. Они тут же создают фейковые аккаунты в соцсети и начинают раскачивать ситуацию. Поэтому в случае с Ираном, если мы его проиграем, чего не произойдет, я в этом уверен. Все-таки иранский народ, он очень собран, мудр, дисциплинирован, и он прекрасно понимает, кто стоит за этими протестами. Но если вдруг мы его потеряем, то в мире вообще начнется хаос. Потому что нам же перебьют, нам это Россия и Беларусь, Северный морской, значит, север-юг, международный МТК, международный транспортный коридор. А сегодня, на сегодняшний день, это единственная фактически артерия, которая обеспечивает экспорт. Но, вы же понимаете, эти все действия американцы делают, и англосаксы, исключительно против Китая. Ну, как они предполагают. Но если они перебьют вот этот логистический путь север-юг, который идет с России по Каспию, в Иран и дальше уже в мировой океан через эти все, значит, береговые иранские линии, то нам придется вообще все, что есть, все ресурсы поставлять только одному потребителю, Китаю. Они тем самым вообще объединят окончательно Россию и Китай. Ну, значит, будем Ну, вдвоем, втроем обороняться от всей значит, этой мировой гегемонии. да, Юрий, это поэтому война в Украине не заканчивается? Вот смотрите, тоже такой очень интересный момент. Сегодня вот СВО, какая она была, да, там объявлялась в 24 февраля 2022 года, сегодня она сравнялась по длительности с Великой Отечественной войной. Это жирный минус персонально Путину. Это так прям считываются и так преподносится, и справедливо преподносится. Вы же помните, несколько раз Трамп тоже говорил, а вот что там, вот смотрите, Каракас за 3 дня, за 3 часа, да, вот смотрите,
это все должно было вообще моментально произойти, а вы там растянули на 4 года. А, И вот мы видим, что там позавчера, ну, вчера-позавчера в ночь, да, был удар орешником. Опять пустые боеголовки, куда прилетело, сейчас там гадают, да, там, в общем, есть уже там сняты вот этой газохранилище аппаратуры, да, всей, скажем так, разводки газовой, они конечно, ну, уничтожены, повреждены очень серьезно. Ну, вроде как не в газохранилище били, уверяют там украинские, как они утверждают, знакомая ситуация люди, а какие-то перекрытия перебили, Томика Ленина пожгли. Короче, этот удар обрастает там какими-то ну, мифологемами, но мы же можем провести параллели и с первым ударом. Только потом, спустя месяц-полтора, мы узнали, что Южмаш, ну, вот эти цеха, куда прилетело, его нет. Ну, нет. Может быть, немножко позже узнаем, что чего-то не стало опять. Там аэропорт приписывают или там газохранилище в полном... Вот, если бы попало, какой бы был взрыв. Ну, в общем, сейчас это все дискутируется, обсуждается. Наверное, нужно, чтобы пена улеглась, прошло время, и действительно, да, мы потом что-то узнали из коротких сообщений, особо без фотографий, что конкретно поразил Орешник. Но тут же дело в другом. Продемонстрировано было, ну, беспомощность всей ПВО. Причем самое интересное, нам же как вот эти спикеры рассказывают, что пустые боеголовки ничего не поразили, и все, в общем-то, нормально, и все хорошо. Это тоже вдуматься. Украина предупредила Польшу, что будет запуск. Польша смогла отследить полетное задание, траекторию, приготовила свое ПВО, чтобы если вдруг чего. Кая Каллас тоже говорит, надо усиливать ПВО. Так не работает ПВО, нечем сбивать Орешник. Ну, то есть, да, там можно срисовать момент запуска со спутника, понятно откуда, да, или там с мест кто-то обязательно передаст какую-то там информацию, агентура везде, понятно. Вот, вылетело, полетело. Проходит 15 минут, 1500 километров, как с куста, может даже меньше. Там 13 тысяч километров в час фиксируют эту скорость этого боеприпаса. Вот они упали, вот нам показывают какие-то непонятные железячки, что, мол, это кусочки орешника. Но люди как бы грамотные, которые пытаются понять, хорошо, летит вот этот вот снаряд, летит вот эта головка, ну, без боевой части, но она же настолько, она расщепляется, и вот на мелкие частицы плазмы, они летят и тоже создают этот поражающий эффект, да, вот застывая в процессе полета, потому что разогрето все до ужасного состояния. О каких железячках идет речь? Прям целые блоки какие-то сохранили, управление головной частью. Тоже какая-то странная история. Но удар орешником, простите, в день или перед днем, когда вся война сравнялась с Великой Отечественной войной, но выглядит не так мощно, как хотелось бы. Или вы по-другому смотрите на произошедшее? Действительно, сегодня исполнилось, по-моему, 1413 дней, да? Что сравнимо по продолжительности с Великой Отечественной войной. Но специальную военную операцию, Великую Отечественную войну сравнивать нельзя, потому что Великая Отечественная война была война всего советского многомиллионного народа, значит, она значит, отличалась особой жестокостью, выжигалось все, в том числе люди, население, да, значит, проводились карательные, многочисленные, тысячи карательных мероприятий. То есть это размах был гораздо больший. Сейчас, значит, поэтому это сравнение корректно только по длительности, но не корректно по сути. Сейчас действительно Россия ведет специальную военную операцию, и оно ведет, исходя из глобальной стратегии на истощение. Если вы скажете, что стратегия Блицкрига не сработала, я не соглашусь с вами. Потому что в течение 3 дней Киев был блокирован, и русские войска стояли уже в районе Оболони. Блокирован был Харьков, блокированы были все логистические пути, в том числе, значит, в районе Николаева.
Значит, взята была огромная территория на юге Украины и вернулась в родную гавань. Поэтому цели вот этой первоначальной операции, они были выполнены, но политически произошло какое-то рассогласование, фактически обман России на высоком дипломатическом уровне. После чего войска отвели. И, естественно, когда войска отвели, а перед этим, значит, приехал господин Джонсон приказал, да, воевать, значит, до последнего украинца, сказал, что мы поддержим, да, вся заграница с вами. Естественно, уже стратегия Блицкрига не могла быть применима, поэтому Россия перешла к стратегии истощения. И вот сейчас мы ведем специальную военную операцию в рамках стратегии истощения. Посмотрим, чем она закончится. Истощаются-то обе стороны, и Запад, и Восток. Значит, если мы рассматриваем Украину как прокси Запада. Но, что я хочу сказать. Давайте очень важный момент возьмем. Может ли Россия объявить мобилизацию? Ну, конечно, может. Может ли она призвать на фронт 2 миллиона человек? А именно столько примерно нужно для широкомасштабной, значит, операции с выходом в сжатые абсолютно сроки на линию Днепра. Это может произойти? Может произойти. Динамика фронта всего показывает, что даже имеющимися силами фронт двигается в сторону Киева со всех сторон, со всех. Чуть-чуть приостановился в районе Купенска, но вы не будете отрицать, что он двигается со всех сторон. И при этом число наступающих, оно меньше, чем число обороняющихся. Понимаете? То есть русская армия добровольцев составляет порядка 700-800 человек по данным российского командования. И по данным, кстати, украинского командования тоже. Украинская сторона порядка 800-900 тысяч по заявленным данным. А должно-то быть по классическим военным учебникам, вы знаете, в 3-4 раза больше. То есть русская армия должна составлять как минимум из 2 миллионов человек, но даже 700 тысяч двигают фронт вперед. Эти все косвенные прямые данные говорят о том, что российское политическое руководство выбрало, значит, стратегию войны на истощение. Не Украины, потому что Украина фактически вся истощена. И какие бы там бумажки Зеленский не подписывал на очередные, там вот он заявил 800 миллиардов долларов с американцами на восстановление Украины, это все пустые цифры. У Украины при нынешнем режиме будущего никакого нет. В том числе из-за огромного гражданского раскола. Но где вы видели страну, где запрещают говорить на родном языке, изгоняют людей, значит, из храмов, палят книжки, Так это все тоже, палят. понимаете, в чем дело? Вот тоже какой-то момент. Мы когда приводим эти примеры, мы немножко, ну, наверное, как-то окукливаемся. Этого делать нельзя. Это ведь тоже все какое-то показное, напускное, и все это признают, но не понимают сути показухи. Вот там есть там один из депутатов в Одессе, по-моему, такой, у него там еще попал в скандал с деньгами. Короче, навели на него софиты, да. И он там ходит по Одессе, говорит, все на украинском языке говорите, на украинском, все. А потом сняли его там в соцсетях, нашли, что он с дочуркой своей или там с ребенком, да, вот играет на детской площадке, песенки поет с ней по-русски. И, короче, по-русски говорит, понимаете? То есть и многие такие там, омбудсмен мовный, а дочка там в ТикТоке. То есть и таких примеров много. Но все относятся к этому как там, о, смотрите, фальшь, двуличие. Так это состояние такое. То есть, значит, вот эта вот вся как бы история, она не главная. Ну вот получается, что главное что-то другое в, ну вот таком позиционировании, да, и вот в таком настрое украинцев и элит. И все вроде как понимают, что официально там надо, понятно,
склонить головы, да, кивать гривой в ответ на вот эти все призывы о патриотизме и, конечно, говорить с продавщицей в магазине по-украински. Но дома, в принципе, и даже те самые заядлые говорят по-русски. То есть, значит, причина в чем-то другом. Значит, нужно выбить не вот это, а что-то другое. Вот понятно что? Слушайте, причина простая. Вот у вас есть очень уважаемый эксперт, чьи прогнозы никогда не сбылись, начиная от ракеты на 3 дня, на 3 недели и заканчивая, значит, того, что выиграет Залужный, когда вернется в одну калитку, да? Но он сказал, этот эксперт, очень хорошую фразу. «Чеши бобра поколеняет». А они просто разводят гоев на деньги. Вот и все. Это на их сленге называется так. Весь украинский политический класс. Их задача сейчас, значит, как можно больше украсть. Потому что все их жизненные интересы находятся за рубежом. Как и всех этих мовных активистов, активисток этих, значит, которые, да, все время с флажками ходят. Они же, кстати, с флажками по Киеву не ходят, вы заметили? Они ходят с флажками там, по Парижам и Лондонам. Естественно, у них там свои центры, особенно, значит, в странах англосаксонского мира, вот эти все иммиграционные, нацистские, националистические, очень много этой дряни в Канаде. Поэтому, значит, с украинским народом они не связываются никак. То есть они давным-давно оторвались через своих каких-то предков, дедушек, бабушек, отцов, матерей, которые там находятся. Это часть, которая касается вот этих значит, людей, которые представляют себя националистами. Ходят в вышиванках, значит, селюковских, прыгают через костры, там какие-то поют свои щедрики и так далее. Значит, это одна часть. А вторая часть – это слуги народа, да? То есть в плане, значит, принадлежности фракции Зеленского. Это выруси, то есть это, как правило, русские, славянские люди, значит, коренные, в том числе украинцы, но которые давным-давно решили жить после окончания всей этой истории там, за границей. Это все подтверждается фактурой. Где вот эти все даже, значит, люди, которые привели эту чуму в 2014 году? Посмотрите, где эти все Яценюки, Аваковы, где он? Исчез на своей итальянской вилле за 5 миллионов евро. Вот. То же самое и вот эта вторая поросль, значит, которых я называю выруси, они тоже сейчас просто чешут бобра. Задача, значит, обуть, прежде всего, западных налогоплательщиков на как можно большую сумму. Вывести деньги из Украины. Там они уже все обустроили. Вот и все. Поэтому здесь ничего нет какого-то конспирологического. Здесь все очень предсказуемого. Это воры. Они не любят Украину. Они принесли горе украинскому народу. Но их задача, когда они смотрят на свои цифры, в том числе на криптокошельки, слушайте, ну хоть бы, не дай бог, не подписали какое-то мирное соглашение. Хоть бы, не дай бог, не подписали. И Зеленский им сделал подарок. Значит, назначив террориста Буданова руководителем своего офиса. То Это есть, значит... смотрите, вы не разделяете тоже такую версии и большие ожидания от Буданова и этого назначения, что это сигнал к тому, что будут договариваться. Мол, американцы сделали ставку на него, и поэтому будут выводить все к миру. Конечно, нет. Хотя я вам говорил и в прошлых эфирах, что Буданов тут, значит, очень крутится своим задом возле белорусов, но он крутится исходя из функциональной надобности. Потому что действительно наши руководители спецслужб с ним имеют неплохие отношения. Но эти отношения основаны на том, что надо решать поставленные задачи, в том числе поставленные руководством Российской Федерации просьбы, касаемо гуманитарного трека. Исключительно это. Тела, обмен, вот все это происходит на Гомельской границе. Но мы прекрасно знаем, что это человек упоротый террорист. Конечно, он не такой пятикантроп, как Малюк. Он более образованный,
Он читает специфическую литературу, то есть подводит идеологическую базу к тому, что почему он стал предателем. Ведь Буданов-то это же выходец, так сказать, из русскоязычной Украины. Но суть террористическая его как была, так и осталась. Никто его прощать не будет. Поэтому назначение Буданова – это крест в переговоры. Те, кто говорят, что он эффективно ведет какие-то... Слушайте, был бы не Буданов, а был бы, не знаю, Чемоданов, он бы то же самое эффективно вел. Потому что он на такой должности, которой поручили вести переговоры с Россией через Беларусь касаемо гуманитарного трека. Вот и все. Не потому, что он там, значит, знает много языков и такой мегаполитик. Обычный мелкий нацик, которого вот эта пена зеленая возвела на политический Олимп. Вот и все. Если бы Буданов был какое-то понимание, или тем более политической он был фигурой, он бы наоборот не пошел сейчас в коалицию с Зеленским. Ведь Зеленский-то человек грамотный, умный, хитрый. Я вам говорил, вы зря его списываете со счетов. Вот смотрите, значит, эксперты как говорили, вот, все, Залужный выигрывает в одну калитку, да, месяц назад. Проходит месяц, смотрите, что мы смотрим. Буданова, у которого был политический рейтинг, он свой рейтинг обнулил и передал Зеленскому. Нацисты, воюющие, а не катающиеся на каруселях в Лондоне и не парящие живот на Доминикане, начали наезжать на Залужного. Вспомните слова Белецкого. Кто провалил контрнаступ? Так это ж Залужный. Так это ж они еще не начинали, Александр. Когда начнется политическая борьба, будет вывалено столько, что у Залужного рейтинг станет меньше, чем у нас с вами. Поэтому Зеленский поступил очень хитро и верно с точки зрения своего выживания. Интуитивно блестящее решение. А Буданов себя обнулил. Обнулил, в том числе как политическая фигура. Потому что такой рейтинг, который у него был порядка 15%, он зарабатывается годами. Значит, и это назначение никакого не имеет отношения к эффективности мирных переговоров. Это имеет отношение к желанию провести выборы. Потому что сейчас украинская верхушка находится в состоянии цуцванга. И цейтнота, нету времени. Он-то нелегитимен, Зеленский, нелегитимен. Отдавать власть Верховной Рады он не хочет, потому что мы говорили 100 тысяч раз, что это его физическая жизнь, в том числе и политическая. Ну, Значит, не плевать на то, что легитимен, нелегитимен. Ну, слушайте, смотрите. Сейчас Зеленский делает такую полную перезагрузку. Да? Губернаторов меняет везде. Там Федоров пишет заявление, Шмыгаль пишет заявление. То есть, ну, Федоров заходит на место министра обороны. С Малюком поступили так, как поступили. Где-то он там будет, как, насколько я понял, да, как Ермак. Ну, то есть, Ермак же где? Ну, вроде как там Червинский говорит, что в службе внешней разведки, типа, пристроился. Ну, то есть не на фронте, не в ВСУ, как обещали прям на следующий день после, ну, там, обыск, отставка, ВСУ. Нет, он в службе внешней разведки. Как говорят там злые языки, он продолжает опять, ну, как бы руководить государством, как и ни в чем не бывало, просто с позиции, ну, такой бэк-офиса. Получается, Малюк, которому сказали, который сказал, что он тоже останется в структуре, тоже примерно в такой же позиции. Вообще, получается, государство и вот система управления уходят как бы в тень, да, но никто не идет воевать, никого не списывает. Более того, перетасовывают старую колоду, там Кулебу даже возвращают. Ну или как, встречаются с ним, и сейчас там
А кто экономикой будет заниматься? Ну, кто-кто. Советовать будет Христя Фрейленд. Христя Фрейленд из Канады, понимаете, чей дед наделал шороху, аж Трюдо бедный. Ну, понятно, он Трюдо ушел не поэтому, но и поэтому тоже. То есть там это тоже был камешек или капелька была в этом уходе Трюдо со своей позиции, да, и, в общем, в тени на Трюдо перед уходом. Вот так давайте выразимся, чтобы не переходить и не фокусироваться на канадской политике, как у них там все произошло. То есть, смотрите, получается очень интересная конструкция. Но главный же момент, вы говорите выборы. То есть, я правильно понимаю вашу логику? Перестановки обеспечат нужный результат на выборах, которые проведут стремительно, быстро. В феврале обещают новое законодательство, которое позволит во время войны проводить выборы. Может, даже у народа что-то спросят, типа какой-то референдум, да, который примут во внимание, ну, чтобы люди больше пошли. То есть, логика. Объявили выборы, войну продолжаем. Выбили, может, у России какие-то там день, два, неделю каких-то там, ну, неударов по тылам. Переизбрали Зеленского. Ну и все, как бы, и дальше продолжили воевать. Вот такой расклад. Или это все-таки перестановки, чтобы сдержать страну, когда условно скажут: все, стоп, игра, заканчиваем как есть, давайте, вы там уходите из Донбасса, принимаете там какие-то условия России, Россия от каких-то условий своих там отказывается, типа компромисс, до свидания. А Зеленский, вот он, смотрите, выстроил все под себя для того, чтобы красиво, комфортно уйти и страну удержать. Ну, насчет уйти, это мы погорячились. Зеленский никуда не собирается уходить. И даже второй срок его не остановит. Даже второй срок. Когда он закончится. Это я в плане политического вангования говорю. Это человек такой же нарцисс, как его американский коллега. Они живут в так называемых пузырях грандиозности. А когда пузыри грандиозности лопаются, они становятся в очень чрезвычайно опасных социопатов. Это чтобы мы понимали, на что рассчитывать, пока Зеленский будет управлять Украиной. Что касается легитимности, вы абсолютно правы, что Зеленскому вообще по барабану легитимность. Ему вообще плевать он хотел на легитимность. Он уже сидит 7 лет президентом вместо 5. И даже если это будет 17, ему до зеленой звезды или до фиолетовой. Но вопрос, что Россия не подпишет никаких документов с Зеленским, нелегитимным, никаких. Вот в чем заключается вопрос. И они довели эту позицию, в том числе до американцев. Значит, после событий в Венесуэле, после захватов танкеров, значит, если вы обратили внимание, как притихло лобби тех, кто хочет какого-то мирного соглашения на условиях, не учитывающих российскую позицию в полной мере. Если на эти условия Путин еще был готов идти, после кейса с Мадуро и танкерами он даже близко не отступится от первоначальной позиции денацификации или демилитаризации. Поэтому, значит, цели специальной военной операции будут продолжать реализовываться. Но Зеленскому в любом случае, надо решать вопрос с легитимностью. Поэтому он сейчас на полном ходу готовится к выборам. Естественно, никакого голоса тем 5 миллионам украинцам, которые находятся на территории России, они не дадут. Значит, в качестве компромисса такого, значит, закамуфлированного, они могут сказать: так мы не дадим никакого права голоса и тем украинцам, которые находятся за рубежом в других странах. Они могут и так сказать. Потому что им же это не принципиально. Люди, которые находятся за рубежом, потому что всю черную, как сказать, все это черное дело по фальсификации они все сделают внутри, в том числе используя электронные приложения. Вот их какая задача: наделить Зеленского легитимностью. Все,
На выборы они будут всех регистрировать, будут показывать, что все демократично. Вы видите, начали с тюрем выпускать политзаключенных отдельных. Значит, это, кстати, очень хорошо. Ну, я имею в виду Шуфрича, да? Там, по-моему, залог назначили. Вышел он, не вышел, не знаю, но Ну, пока не тут... вышел, да. Пока не вышел, но тут- залог назначили. Ну, там Да, да, такой да. 33 миллиона с половиной. Нормально, нормальный залог. Это вот эти толстосумы, однопартийцы должны, наверное, скинуться. Ну, по крайней мере, так сын говорит, который служит в ВСУ. То есть сын. Вот здесь, кстати, очень интересный момент. Я, значит, вспомнил, старался очень деликатно, значит, обходить вот эту внутреннюю украинскую повестку и вот эти внутренние дрязги касаемо кто политзаключенный, кто... Наша белорусская позиция, мы требуем выпуска всех политзаключенных. Всех. Всех. 7 тысяч это или 20 тысяч, или 30 тысяч. Все люди должны быть выпущены, потому что они, значит, осуждены, часть из них больше незаконно. Но, вы знаете, тут надо быть украинскому народу бдительным, потому что под этот шумок выпуска он может и продолжаться. Потому что Шуфрича ж непонятно, с какого перепугу они выпускают. Ведь его статья не предусматривает выход под залог. Это нарушение уголовного законодательства. Чтобы здесь не было троянских коней. Может быть, тех, которые они даже специально посадили туда, в СИЗО СБУ, чтобы потом косить под каких-то там, значит, центристов или антизеленские силы. Тут украинский народ должен быть очень бдителен. Но абсолютно очевидно, что режим Зеленского собирается Подожди, я провести... хочу сакцентировать, подождите. То Да. есть, вот эта история, когда Шуфричу по госизмене, а там тоже как бы его приняли, ну, там, обобрали, да, засунули достаточно надолго в СИЗО тоже, ну, по беспределу это все выглядело. Но Шуфрич, который был в числе вот этой ОПЗЖ, которая сейчас они, ну, как в заложниках у зеленых, они все голосуют как надо, они там, конечно, что-то выступают где-то там на своих каких-то соцсетях, но по голосованию все видно, что это чисто заложники, это для того, чтобы большинство было в парламенте, и все это видят. Это как вот, я не знаю, история, помните, может, была при Януковиче, там была партия регионов и коммунисты, да, то есть, и вот, в принципе, сейчас точно так же. Вроде как они, ну, разные, да, антагонисты, но, тем не менее, на коммунистов всегда можно положиться, если какие-то голоса нужны и не проходят. Вот сейчас все это принимается вместе с ОПЗЖ. И то есть вы считаете, что вот эта вот история с переназначением залога Шуфрича, это тоже нам как бы сигнал, что будут выборы? Конечно. Так, а потому что зачем они пошли на нарушение, в том числе уголовно-процессуального законодательства? По статье Шуфрича не выпускаются подозреваемые, арестованные, задержанные и осужденные под залог. А его, значит, выпускают. Значит, это могла быть история, связанная с разменом. То есть ОПСДЖ будет голосовать, ну, попросила, значит, выпустить знаковую фигуру. Вот, но вы правильно сказали, что все они сейчас там миром мазаны. Ни один из Верховной Рады Украины не вышел ни разу за вот последнее время и не сказал: ребята, что мы делаем? Мы же разрушаем страну. Давайте вступать напрямую, без всяких посредников, в мирные переговоры. Давайте проводить суверенную позицию. Значит, прекратите продавать вот эти наши все металлы редкоземельные. Вы видите, там уже вовсю торгуют чуть ли не, значит, на eBay американском украинскими редкоземами. Уже там какой-то миллиардер, оказывается, значит, забрал себе очередное месторождение. И мы, прежде всего, украинский народ, значит, он в полном неведении. Вообще эти секретные протоколы даже существуют к договору по редкоземам. Но я к чему веду? Что ни один из людей, который украинский народ обличил в 2019 году властью, представительной властью, не встал в Раде и не сказал: давайте выходить на мирный трек, давайте проводить суверенную политику. Значит, это вся одна банда
И все они чешут бобра и разводят гоев. Вот их все задачи. Поэтому украинский народ должен быть бдителен, если будет принимать участие в вот этих фейковых выборах, которые Арахамия и Зеленский хотят провести. Значит, к чему я это все веду? Значит, если до кейса с Мадуро и танкеров и Гренландии, и неизвестно, что там будет, уже на очереди Мексика, Куба, Колумбия, и не факт, что все ограничится западным порушарием, вы видите, что уже и на Иран запустил свои тонкие пальцы гегемон. Там, кстати, Значит, очень интересно, в соцсети X Илона Маска изменили флаг Ирана, льва, короче, поставили. Там же у них мгм. ну, ислам системно. То есть открываешь страничку Хаминеи в Иксе, А свобода там же, ли? свобода. А там лев. Ну, он быстро поубирал эти флаги, но это тоже показательный момент. Вот вроде, понимаете, вроде ж Икс, свобода, высказывание, а методы-то те же самые. Вот этот флажок, это на самом деле очень яркий сигнал, что вот вы говорите, там депутаты в Раде друг от друга ничем не отличаются. Так получается, республиканцы и демократы ничем не отличаются. Просто ну, методы другие и больше пыли, больше всего. Так Заканчивайте мысль, да. вспомните Маркса, Ленина, он все описал. И 5 признаков империализма, и то, что там власть принадлежит одному кругу, просто перекладывается с одной руки в другую, с республиканской демократическую партию. Это все понятно и очевидно. Но я к чему? Если в прошлом году мы ориентировали наших зрителей, уважаемых слушателей, комментаторов, предельно умных и знающих, как управлять странами, на позитив, на то, что вот-вот мы приблизились к какому-то прекращению огня, к мирному, значит, треку, то сейчас абсолютно очевидно, и я не буду обманывать тех, кто нас смотрит, и сам себя, абсолютно очевидно, что после треков последних, вот этого политического примера, политического гопничества, 2026 год пройдет под знаком дальнейшей эскалации в Украине и на украинском направлении. И, значит, если вы вспоминаете, что сказала госпожа Мелани перед Новым годом, поздравляя там своих на каком-то корпоративе, она все-таки умная женщина, это не эта курица пустая Калас, которая даже не понимает, что ракету, летящую с 10 скоростями звука, невозможно сбить никаким ПВО. Мелани все-таки человек грамотный. Она сказала, поздравляя свою команду, говорит, но как следует отдохните, потому что 26-й год будет хуже. Вот что она сказала. Значит, я думаю, что проговорилась, особенно с учетом того, что именно она была изображена на обложке журнала Economist. Мы с вами это обсуждали. Поэтому нам всем надо приготовиться, готовиться физически и психически, я имею в виду состояние психического здоровья, потому что если мы увидели вот за 10 первых дней Нового года то, что иногда человек за свою жизнь не увидит в политической сфере, вы просто представьте, что мы увидим в 26 году. Это будет просто разброд и шатание на глобальном и нарушение всех правил на глобальном политическом уровне. А значит, по-прежнему воздушные тревоги, подвалы, значит, нехватка продуктов, воды, питья, уход близких, ранения. То есть все это мы будем наблюдать. Если человек предупрежден, он вооружен. Поэтому не слушайте тех, кто рассказывает про мирный трек, про какую-то гениальную операцию, про Буданова, который договорится с Россией, к слову, объявлен в розыск как террорист. Значит, и никто из русских военных террориста Буданова не простит. У него билет куплен в один конец. Поэтому их не слушайте, а слушайте экспертов у Александра Шелеста.
Именно они говорят правду. Да, спасибо большое, друзья. Подписывайтесь, пишите в комментариях, что думаете, согласны вы или не согласны. Я вот не согласен с Юрием Воскресенским и считаю, что это как бы вот есть упоротость, да, а есть вот отзеркаливание этой, то есть есть вера в мир, да, а есть отзеркаливание в этой истории. Много таких, которые, но по большому-то счету, смотрите, моя вера в то, что будет скорый мир, и то, что транслирую я, она основана не на розовых каких-то бабочках или еще каких-то вещах. Она основана прежде всего на том, ну вот мы там орешник обсуждали, а вот если орешник войдет в систему, ну вот, например, так как кабы, ну, кабы же не часто летят, ну, как часто, но имеется в виду, ну, вот с такой частотой, да, или там как Искандеры, например. То есть это разрушение, это ужас и это безжизненное пространство. И моя как бы вера в том, что в 26-м году наступит мир, она заключается именно на экономическом, материалистическом подходе. Ну, то есть не будет ничего. Сейчас отключение света ужасающее в столице, в Кривом Роге, в Днепре. То есть это города, всем говорят, Кличко вышел, говорит, уезжайте. А ему все, вот он паникер такой-сякой. Да Кличко правильно говорит. Надо, вот нам об этом говорили еще и раньше, что вот превратятся вот эти каменные, ну там бетонные вот эти коробки в могильники с холодильниками, и надо, правда, уезжать. Но тут вопрос другой, а как выезжать? Все города в блокпостах, все села, все проселочные трассы, везде мотаются ТЦКшники. То, что сейчас происходит, это, конечно, особый период в работе этих людоловов. Ну, то есть совет-то правильный, но невыполнимый. И мы просто придем и в войне так, что вот вроде как правильно вы говорите, но это нереально. Вот мы подойдем к этой точке, и просто умный человек еще в 25-м, да ладно, там, в 22-м году должен был понять, что мы подойдем к такой точке, когда уже нереально продолжать. И нужно остановиться, ну, хотя бы там за 2 шага, за 3 шага, ну, или там за шаг до этого. А мы все ближе и ближе к этой черте. Можно маленькое дополнение к словам Кличко? Уезжайте, но не из Киева, а из Украины. Друзья, всем большое спасибо за то, что посмотрели этот выпуск. Берегите себя и друг друга. Добра и света, несмотря ни на что. Увидимся.